Okay. Let's get started. The first things first. Давайте начнем. Do you grow pumpkins like this in your garden too? Вы выращиваете тыквы, подобные этой в вашем огороде? Есть. All the time? Всегда? Do you use good compost, manure? Используете ли вы для этого хороший компост или навоз? That's what it takes. And a long growing season. Продолжительный период выращивания и It's about 1,000 pounds. около 100 фунтов, то есть примерно 45 килограмм. Neighbors do it. Вот. My neighbor do it, who has the orchard. Его родственник вырастил тут. Yes. Briefly describe this farm. Вот эту рассказать об этой ферме. He has a neighbor that farms similar to him, only his neighbor has about 250 cows that are milking. He has 120 cows. Этот человек вот в кепке в центре стоит, и его жена в красной курточке, и у них 120 коров сейчас. And then there's about 12 neighbors around him within a 5-mile radius that have 2,000 cow dairy units. 5 miles. Yeah, within a 5-mile Это radius. примерно дюжина фермеров в радиусе 5 миль, у них фермы по 2000 коров и примерно такого подхода. So every year I take my class of students in forage crops to visit his farm as well as about 300 or 400 farms to look at their practices. Каждый год он приводит своих студентов посетить эту ферму, как и несколько других, чтобы иметь пример разного ведения хозяйства. И в последние годы была хорошая погода осенью, достаточное количество осадков, и коровы у него паслись на пастбище практически до середины ноября. Of course, the last month that he grazed, he also had to do some И, supplementation. конечно же, они получали в последние, значит, в конце пастбищного сезона они дополнительно подкармливались сенажом помещений. In addition to feeding the grass silage, he purchased corn grain from neighbor. У соседей он покупает зерно кукурузы. And he has that ground and then put in some soybean supplement as well and some minerals. Он сам подготавливает его к стану, мерит, добавляет соевый шрот, минеральные добавки и использует как концентратную часть рассола. 3 years ago, he installed his first robotic milker in his barn. 3 года назад он установил свой первый робот в этом помещении для доения коров. And this past year, he installed the second one. One second. Second robotic milker. Да. This past spring. И прошлой весной он установил второй робот для доения коров. So their whole farming operation is just Howard, his wife, and one hired man. Таким образом, сейчас на ферме работает он, его жена и один наемный работник. He does it well. There are other people like him that raise, but they are not doing well because they are not good managers. And he has good farmers around him, and the 2,000 cow dairy units are doing extremely well too. They're making lots of money. But there's different ways of doing it. Он успешен в экономическом плане. Рядом у него есть соседи с большими фермами по 2000 коров. Они тоже экономически успешны. But at the same time, the same type of small farms are not economically, and big farms also. Yeah, when the small type farm like that, trying to do it conventional way, they are going out of business. Когда другие фермеры, очень многие, пытаются таким же образом вести хозяйство, их not enough knowledge about it, not enough intelligence. If they do not adapt a different way of doing it, like this man did, and try to continue to do it like they always did, they're going out of business, whether they know it or not. То есть, когда люди не опираются на интеллект, на знания и пытаются вести хозяйство традиционным образом, они обычно терпят экономическую неудачу. Таким образом, нет одного рецепта идеально хорошего. То есть, дело не в том, большая ферма или маленькая, все дело в том, как организовано. So we have То есть, люцерну пытаются
улучшать с целью увеличения кормовых достоинств для жвачных. High disease resistance, high yield, and good winter hardiness. Первый шаг – нужно выбрать сорт, который будет хорошо себя чувствовать в наших условиях. Высокоурожайный, высокозимостойкий, с устойчивостью к болезням и вредителям. Это первый шаг. Выбор сорта. Another thing is what we call fall dormancy. Еще один важный момент, они называют это период осеннего покоя. So they're all ranked that way. Все сорта обозначены соответствующим индексом, в зависимости от того, когда у данного сорта люцерны начинается период осеннего покоя. That is good to grow alfalfa. Следующий шаг – это выбор поля, где будет возделываться люцерна. And if we meet the criteria of well-drained soils, Почва должна быть хорошо дренирована. soil pH be in between 6.5 and 7. pH между 6,5 и 7. Очень жесткий критерий. Potassium and phosphorus levels are good enough to grow alfalfa. Высокий уровень калия и фосфора. Then we make that selection of the field. And if we don't have any fields that are adequate soil pH, then we line the field and till that line into the soil, and we wait 6 months before planting. Если нет ни одного поля, где показатели концентрации водных подходящие, вносят известковые материалы, заделывают почву, запахивают и ждут минимум 6 месяцев, прежде чем сеять люцерну. Then we are ready to plant. We will Готовы к севу. Инкубируем семена, фермер готов к севу. we will plant to a depth of about 1/2 inch. Другой путь – это посев люцерны в чистом виде и использование гербицидов. Two very good herbicides for alfalfa by itself that is being established is Pursuit and Raptor. Раптор и Персил – два хороших гербицида, чтобы держать в чистоте всходы люцерны. Of those two, Raptor is the most effective Раптор наиболее эффективен. on alfalfa in the seeding year, pre-harvest, И вот это сверху. in our area, Там, где он живет, они берут 3 укоса люцерны. on new seeding. Он пост я увидел. На первом году жизни люцерны. На первом году. And then the second year, we harvest usually 4 times. In our area of the state, if we go further south, in Michigan, we harvest 5 times. На втором году, там, где он живет, 4 раза, 4 укоса, южнее чуть, и в штате 5 укосов. The first 3 to 4 harvests will be in the late bud stage, no flowers. Late bud stage. Yes, смотрите, first 3-4 harvests. The first 3 or 4 harvests. Means first year and second year. The second year, we will take 3 to 4 harvests before September 1, all in the late bud stage. На втором году уже из них будет 4 укоса, before September 1. Yeah? Последний будет, not later than September 1. Последний укос будет не позже 1 сентября, и все укосы будут проводиться в фазу конца бутонизации. До начала фазы цветения. Then if we have fairly good weather in the fall, and the alfalfa growth gets maybe this tall or so, we can afford to take a 5th cutting. But the last cutting that we take, we leave more residue, about 4 or 5 inches. Если погода хороша в сентябре, она теплая, и люцерна достигла вот той высоты, которую я показал, то можно взять еще один укос, но оставляю, косят ее несколько выше и оставляю how many inches? 4 to 5 inches. 4-5 дюймов, это получается 10-12,5 сантиметров после 5-го укоса.
We leave that residue so that when it snows, it stays in the field longer and keeps the Они оставляют cover in the такую field. повыше стерню для того, чтобы она задерживала снег, который будет выпадать на поле с люцерной. So it serves as an insulation blanket for the alfalfa field. Таким образом, это помогает, она служит своего рода одеялом, укрывающим люцерну от зимних холодов. So if we can maintain even 4 inches of snowfall, we will not have any alfalfa winter injury. Only 4 inches of И если снежный покров будет составлять 4 дюйма, 10 сантиметров, то проблем с умерзанием люцерны не будет. В сухом веществе люцерны должно содержаться 2% калия. And I've seen levels up to 5% on alfalfa, where it has too much potassium in the soil. Когда слишком много калия в почве, уровень калия в люцерне может возрастать до 5% в расчете на сухое вещество. And some of our dairy farmers that have a limited land base and they spread all the manure back in the farm, their potassium content in the soil is going way up. And they have problems with nut fever in their dairy cows. And they have to purchase low potassium forage to help supplement their forage. И когда фермеры вносят большие количества навоза на свои поля, таким образом создавая высокий фонд по калию, потом это оборачивается проблемами с молочным скотом, так называемая наглая титания, пастбищная титания. The only other nutrient that I should mention while we're here is that there's a micronutrient that alfalfa needs if it's grown on sandy or sandy loam soils. Микроэлемент, который очень нужен люцерне, если она возделывается на легких песчаных почвах. And that micronutrient is called boron. Речь идет о боре. It is an anion negatively charged. Это элемент с отрицательным зарядом. And of course soil particles are negatively charged so that they repel each other. And when the water table begins to go down in the soil over the summer months, the boron molecule moves with the water table. Поскольку он отрицательный заряд, и у почвенных коллоидов отрицательный заряд, коллоиды не аккумулируют его. И бор легко вымывается. Если с весны ближе к середине лета уровень грунтовых вод понижается, и, соответственно, легко вымывается бор, глубоко располагающийся в своей почве. И растения люцерны испытывают дефицит этого элемента. Even though we never fertilize with more than 2 pounds per acre of boron fertilizer, if we are deficient, the plant will be like a midget or dwarf. Usual application 2 pounds or 2 pounds per acre. 2 фунта препарата бор in pure active substance. Yeah, active. 2 фунта активного вещества бора на акр. Этого достаточно. Если бора не хватает, дефицит бора вызывает калиевую люцерну. There's 2 ways it can be applied. One is to add it in your fertilizer, say with potassium, and you apply it. Maybe you have 0.5% boron mixed in with your fertilizer, and if you're applying 300 pounds of potassium per acre, you're applying 1.5 pounds of boron. То есть его можно смешивать с калием, примерно 300 фунтов калия и 1,5 фунта бора на акр. It can also be sprayed on as a liquid over top of the foliage. Можно, как некормовую подкормку, использовать бор как некормовая подкормка. And if you have a deficiency, boron is involved in cell division, and if you do not have adequate boron, your plants will be very short and stunted because the cells cannot divide. Бор контролирует деление клеток, их рост.
И если бора не хватает, деление клеток уменьшается, междоузлие укорачивается, растения становятся карликами, они не развиваются, не растут.